Израиль завершил разработку первой в мире лазерной системы противовоздушной обороны. Новое устройство получило название Iron Beam – «железный луч» и предназначено для нейтрализации дронов и ракет с помощью лазерного излучения. Эксперты называют его технологическим прорывом и геймчейнджером в области оборонных технологий. Главное преимущество системы – минимальные затраты на каждый перехват. Если ракета для комплексов Patriot обходится в миллионы евро, а снаряды для железного купола – около $40 тысяч, то выстрел лазером стоит всего несколько евро. В Израиле была введена в эксплуатацию новая лазерная система, предназначенная для отслеживания и нейтрализации различных воздушных объектов, от ракет и минометных мин до беспилотников, вертолетов и самолетов. Ее ключевой особенностью считается низкая себестоимость применения по сравнению с традиционными средствами противовоздушной обороны. Эксперты отмечают, что такие технологии позволяют существенно оптимизировать расходы на оборону, расширяют возможности армии в оперативном реагировании на внезапные угрозы и повышают надежность защиты критической инфраструктуры. Развитие оборонных технологий традиционно тесно связано с практическими испытаниями. Реальные ситуации позволяют проверить эффективность систем в разнообразных условиях и выявить потенциальные недостатки, что невозможно в лабораторных условиях. История показывает, что многие технологические прорывы в области вооружений, включая системы ПВО, электронные средства контроля и кибернетические инструменты, возникали именно в период кризисов и напряженных ситуаций. 2 года назад хуситы из Йемена начали запуски баллистических ракет в сторону Израиля. С точки зрения обороны это не представляло серьезной угрозы, поскольку использовались устаревшие модели с дальностью около 2000 километров. Спутники и радиолокационные системы, включая американские средства слежения в странах Персидского залива, позволяли израильской армии своевременно фиксировать пуски и принимать меры по перехвату, обеспечивая до 15-20 минут для реагирования. Такие ситуации стали возможностью проверить комплекс систем обороны, схемы дальних перелетов авиации, взаимодействие различных подразделений и координацию с союзниками в регионе, включая Саудовскую Аравию. Ракетные запуски со стороны Хизболлы в Ливане создавали более серьезные вызовы для систем ПВО и требовали одновременного применения новых технологий и координации между различными видами вооруженных сил. По мнению израильских экспертов, это включало работу электронных и кибернетических систем, которые контролируют распространение угроз, а также оценку затрат на перехватные средства и других ресурсов. Аналитики подчеркивают, что такие эпизоды позволяют вооруженным силам тестировать технологии и методы в реальных условиях, совершенствовать стратегии обороны и выявлять слабые места в защите страны. Опыт, накопленный в таких условиях, стал одной из причин, по которой Израиль вошел в десятку крупнейших мировых разработчиков и экспортеров вооружений наряду с Соединенными Штатами Америки, Россией, Китаем, Францией и Германией. Практическая проверка систем на полевых условиях позволяет совершенствовать технологии, повышает их надежность и конкурентоспособность на международном рынке, при этом создавая необходимость строго соблюдать нормы международного права и обеспечивать безопасность гражданского населения. На фоне этих процессов Турция активизировала свои гуманитарные инициативы в регионе. Турецкие беспилотники сопровождали флотилию «Глобальный Сумут», направлявшуюся в Газу с медицинской и продовольственной помощью. По сообщениям средств массовой информации, от 27 сентября речь идет о моделях «Байрактар» или тяжелых беспилотных летательных аппаратах «Акынчи», вылетевших с базы в провинции Текирдаг. Их задача – обеспечивать безопасность судов и участников миссии. В составе флотилии более 500 человек, включая врачей, юристов, парламентариев, представителей профсоюзов и правозащитных организаций. Основная цель миссии – доставка медикаментов и продуктов питания жителям сектора и привлечение международного внимания к гуманитарной ситуации. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган заявил о возможности применения сдерживающих мер в отношении Израиля, включая ограничения на участие в международных спортивных турнирах.
Он отметил значимость решения, ранее принятого Испанией, и сообщил, что Турция также планирует оценить подобные инициативы. Эти высказывания отражают сложность дипломатической и политической динамики в регионе, где сочетаются вопросы безопасности, гуманитарной помощи и международного права. Параллельно формирования в Йемене сообщили о запуске 2 беспилотников семейства «Самат» в сторону Израиля. Один из дронов достиг окрестностей города Эйлат, что привело к повреждениям имущества. Министерство обороны Израиля подтвердило факт инцидента, отметив, что дрон двигался на низкой высоте и был обнаружен с опозданием. Несмотря на использование ракет комплекса ПВО «Железный купол», полная нейтрализация объекта оказалась непростой задачей. Эксперты считают, что такие ситуации позволяют проверять эффективность средств раннего обнаружения, совершенствовать протоколы защиты и оценивать подготовленность систем реагирования на воздушные угрозы. Ситуация остается напряженной и в Сирии. В районе города Дейр-Хафер в провинции Алеппо зафиксированы столкновения между подразделениями правительственной армии и силами СДС. Сообщается о применении беспилотников и реактивных средств. Стороны обвиняют друг друга в эскалации, и ситуация остается сложной, требуя тщательного мониторинга и дипломатического вмешательства. Правозащитные организации и представители Антиохийской православной церкви выражают обеспокоенность положением христианского населения в Сирии. По их данным, фиксируются нападения на монастыри и общины, а также случаи давления на верующих. Церковь и правозащитники призывают международное сообщество обратить внимание на происходящее и обеспечивать защиту гражданских лиц. В целом, события последних лет демонстрируют взаимосвязь между развитием военных технологий, практическим опытом их применения и гуманитарными инициативами. Для стран региона критически важно поддерживать баланс между обеспечением безопасности, тестированием новых систем и соблюдением международного права, а также уделять внимание поддержке мирного населения. Комплексный анализ этих процессов позволяет оценивать не только оборонный потенциал государств, но и общую динамику региональной стабильности, международной безопасности, дипломатических отношений и гуманитарной ситуации. Особое внимание экспертов привлекают возможности координации между различными государствами и организациями в условиях кризиса. Современные технологии позволяют отрабатывать совместные операции, прогнозировать возможные угрозы и минимизировать риски для гражданского населения. Аналитики отмечают, что комбинация передовых вооружений, беспилотных технологий и международной дипломатии создает новые возможности для предотвращения эскалации конфликтов и обеспечения эффективного реагирования на кризисные ситуации. Таким образом, события последних лет показывают, что технологический прогресс, военные стратегии, гуманитарные инициативы и дипломатия тесно переплетаются. Только комплексный и сбалансированный подход, учитывающий как безопасность, так и права мирного населения, позволяет укреплять стабильность в регионе и развивать технологии с учетом этических и правовых норм. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать важные новости и аналитику со всего мира и региона. Оставайтесь с нами.